Вы бы поверили, если бы вам сказали, что великаны существуют. Легенды о них есть в разных культурах. В Библии они описаны как нефилимы, потомки ангелов и людей. А на Соломоновых островах до сих пор ходят легенды о живых великанах, прячущихся в джунглях. Возможно, эти истории не просто мифы. Давайте разбираться. Соломоновы острова– архипелаг в Тихом океане, слегка севернее Австралии, где, по рассказам местных жителей, живут настоящие великаны. Их рост, согласно поверьям и мифам, достигает от 10 до 16 футов. Они скрываются в джунглях и, по легендам, выходят только ночью. Внешний вид гигантов тоже вызывает первобытный страх. Существа с густыми волосами черного, коричневого или красного цвета, длинными конечностями и горящими красными глазами. И хотя по описаниям гиганты походят на неразумных существ, некоторые жители верят, что они обладают интеллектом и даже живут в определенном подобии общества. Островитяне считают, что на архипелаге могут проживать тысячи таких великанов. Главное подтверждение существования гигантов, по мнению коренных жителей, огромные следы ног, гораздо больше человеческих. Также нередко местные сообщали о странных нечеловеческих звуках, которые можно порой услышать ночью в джунглях. Согласно поверьям, гиганты живут в пещерах, которые связаны подземной сетью, соединяющей Соломоновые острова. Кто-то из жителей считает их добрыми сожителями, а кто-то злыми существами, которые охотятся, а иногда даже поедают людей. Соломоновы острова были открыты в XVI веке испанским мореплавателем Альваро де Минданья. Это открытие привело к поразительной связи островов с старыми легендами о нефилимских гигантах. Минданья считал, что он нашел легендарную золотую страну библейского царя Соломона, поэтому и решил назвать острова в его честь. Но как же это связано с гигантами? Согласно легендам, царь Соломон отправил свои корабли по всему миру в поисках различных товаров, и в частности золота. Богатство царя Соломона было упомянуто во многих легендах и Библии. Именно это и побудило испанцев найти земли, связанные с золотом царя Соломона. Хоть при жизни Миндания так и не нашел его, при дальнейшем исследовании островов были найдены обширные запасы драгоценного металла. Но совсем скоро золото отошло на второй план, ведь все чаще европейские колонизаторы стали слышать истории о гигантах, живущих на острове. Все больше людей начали интересоваться главной загадкой Соломоновых островов. А самое главное, что нашелся человек, который вживую видел настоящих гигантов. И более того, выжил, чтобы рассказать об этом миру. Мариус Байройон работал военным летчиком в Австралии. В 1995 он решил переехать на Соломоновы острова. На новом месте Мариус с головой погрузился в традиции и культуру островитян, причем настолько, что женился на местной жительнице и по сути стал частью племени. В скором времени он начал слышать истории об огромных существах, живущих в пещерах и джунглях. Сначала Мариус подумал, что это всего лишь легенды и часть местного фольклора, но чем больше историй он слышал, тем сильнее начал убеждаться, что никакой это не миф. Любопытство Мариуса все больше росло, поэтому он начал собирать различную информацию о гигантах у местного населения. Причем порой некоторые даже рассказывали, что видели великанов вживую. Все, что он узнал от жителей, он собрал в книге, которую назвал «Тайны Соломоновых островов». Одной из самых известных историй, описанных в книге, был рассказ о женщине по имени Манго. Согласно истории, когда она была еще ребенком, ее похитили гиганты и держали ее у себя 25 лет. Ее родственники думали, что она давно погибла, когда внезапно ее тело нашли в джунглях на северо-востоке островов. Но с ней явно было не все в порядке. У девушки шла пена изо рта, а что самое главное, она была беременна. Самое страшное во всей этой истории, девушка все-таки родила, но получеловек-полугигант смог прожить только до 5 лет, после чего мужчины племени убили его, боясь навлечь на себя беду. Что же касается самой Манго, она, как и ее ребенок, тоже умерла, так никогда и не обретя здравый рассудок. Скептики считают этот и другие рассказы всего лишь преувеличением, но Мариус настаивал, что такие истории и описания гигантов были весьма похожи между собой. Но следы великанов связаны не только с Соломоновыми островами. В разных уголках мира находят останки, предметы быта и орудия существ, которые, по утверждениям исследователей, были значительно больше и выше современных людей. В США, в штате Невада, коренные индейцы слагали легенды об огромных красноволосых гигантах, которые могли достигать 12 футов в высоту. К сожалению, для индейцев племя гигантов было недружелюбно настроено к людям, порой даже предпочитая их в качестве еды, что вновь проводит параллель с описанием схожего поведения собратьев-гигантов Соломоновых островов. Поэтому разрозненные индейские племена соединились, чтобы дать отпор великанам, загнав их в пещеру. А уже в наше время в пещере Лавлок, Невада, археологи нашли огромные человеческие черепа и 15-дюймовые сандали. Остатки гигантов были также найдены и в других штатах, таких как Калифорния и Огайо.
В музее золота в Лиме, Перу, представлены одежда и голова одного из инкских императоров. Самое интересное, что его приблизительный рост составлял 10 футов, а череп приблизительно в 2 раза больше обычного человека. Огромные топоры, мечи и другие орудия были найдены в Иране, а, к примеру, в Ирландии были найдены останки огромных скелетов и орудия труда весом больше 80 фунтов. Что также подтверждается ирландской мифологией, в ней представлена отдельная раса гигантов — фомор, которые тесно связаны с происхождением знаменитой в Ирландии дороги гигантов. Эта дорога является природным памятником, образовавшимся из-за извержения древнего подводного вулкана. Лишь благодаря сказаниям местных жителей он обрел мифический статус. Но ведь во всем мире существуют древние сооружения, строительство которых кажется невозможным даже с точки зрения современной техники. Как могли древние люди без мощных инструментов обрабатывать и перемещать многотонные камни? Некоторые исследователи считают, что ключ к разгадке кроется в существовании гигантов. Вновь вернемся в Перу. Там есть загадочные крепости, такие как Саксайуаман, построенные из идеально подогнанных каменных блоков, вес которых достигает сотен тонн. Камни так плотно прилегают друг к другу, что между ними невозможно просунуть даже лезвие ножа. Как древние строители могли добиться такой точности и работать с такими весами? Учитывая тот факт, что на тот момент инки еще не изобрели колесо, и единственными тяговыми животными могли быть только не самые выносливые ламы. Другой впечатляющий пример — Баальбек в Ливане. Здесь находится один из самых тяжелых каменных блоков, когда-либо созданных человеком, известный как камень юга. Его вес, по некоторым данным, варьируется от 1000 до 2000 тонн. А самое главное, что камни были доставлены из каменоломни на расстояние в милю, подняты на 25 футов и почти с компьютерной точностью уложены друг на друга. Древние римляне построили здесь храм Юпитера, но даже не могли поверить, кто мог возвести такие сооружения. По некоторым гипотезам, именно гиганты могли построить эти и другие громадные сооружения. Возможно, они могли обладать какими-то знаниями, недоступными на тот момент человечеству. И если нефилимские гиганты действительно существовали, возможно, именно они оставили после себя эти колоссальные руины, как последнее свидетельство своей исчезнувшей цивилизации. Истории о великанах встречаются не только в легендах народов по всему миру, но и в Библии. Нефилимы или нефилимские гиганты — потомки сынов Божьих и человеческих женщин. В книге «Бытие» говорится, что они были сильными, издревле славными людьми. Многие считают, что именно нефилимы — те самые гиганты, следы которых до сих пор находят археологи. К примеру, самый известный библейский великан, Голиаф, скорее всего, был потомком нефилимских гигантов. Согласно Библии, его рост составлял 6 локтей и 5, что означает, что он был 9 футов и 9 дюймов в высоту. Его бронзовый шлем весил 30 фунтов, вес брони составлял 150 фунтов, а огромное копье 30 фунтов. А самое главное, что это не просто какая-то легенда, а буквально описание истории конфликта между израильтянами и филистимлянами. Но Голиаф был не единственным великаном в Библии. У него также были братья, обладавшие невероятным ростом и силой, которые также участвовали на стороне филистимлян против Израиля. А также в книге «Бытия» упоминаются целые племена великанов — Рефаимы и Анакимы. Эти существа, согласно Ветхому Завету, населяли землю еще до появления израильтян и были уничтожены в войнах. Мифы о нефилимских гигантах до сих пор вызывают споры. Некоторые считают, что это просто преувеличенное описание могучих воинов прошлого. Другие же уверены, что гиганты действительно когда-то жили среди людей. Возможно, рассказы коренных племен Соломоновых островов уже и не кажутся мифами и легендами. Особенно, когда о них упоминается живыми людьми в 20 веке. Во время Второй мировой войны Соломоновы острова стали ареной ожесточенных боев. Основные действия связаны с битвой за Гуадалканал между японцами и силами союзников. Однако среди военных отчетов встречались странные истории. Так, например, японские военные после почти года сражений внезапно отступили, чему удивились силы союзников. Ведь японские военные, которые зачастую выбирали смерть, вместо проигрыша просто оставили свои позиции. Выяснилось, что японцы сражались не только с американцами и австралийцами, но и с гигантскими существами от 10 до 15 футов высоты. Согласно рассказам, японские отряды пропадали без следа. Некоторые солдаты говорили, что гиганты нападали по ночам, утаскивая людей в лес. Тогда японцы потеряли больше половины своего отряда. Однако, есть более скептическое объяснение. Все дело в том, что помимо сил союзников, японцам вероятнее всего противостояли местные племена, которые использовали окружение, как, например, партизаны-вьетнамцы во время Вьетнамской войны. А в некоторых коренных племенах Соломоновых островов нередко замечали практики каннибализма, что могло объяснить рассказы японцев о том, что их ели живьем. Также в условиях войны, усталости и стресса солдаты могли преувеличивать размеры врагов. Истории о великанах, возможно, были лишь частью страха перед неизвестностью. Тем не менее, рассказы о гигантах военных лет совпадают с более древними легендами местных жителей.
Существует вполне научное объяснение появления гигантов. Это заболевание, известное как гигантизм. Оно вызвано избытком гормона роста, что приводит к необычно высокому росту и крупному телосложению. На протяжении всей истории встречалось немало настолько высоких людей, что их легко можно принять за гигантов. Одним из самых известных случаев был Роберт Водлоу. Самый высокий официально зафиксированный человек в истории. Его рост достигал 8 футов и 11 дюймов, и он продолжал расти до самой смерти. Несмотря на колоссальные размеры, Водлоу был обычным и простым человеком. Сегодня самым высоким человеком в мире считается турецкий фермер Султан Кёсен. Его рост составляет 8 футов и 2 дюйма. Помимо рекорда Гиннесса за самый высокий рост из ныне живущих людей, он также держит два других рекорда. Самая большая рука в мире размером 10,8 дюймов и вторая по размеру нога 14 дюймов длиной. Также стоит вспомнить профессиональных баскетболистов, среди которых встречаются игроки с ростом под 7,5 футов. При этом не надо забывать о физических навыках баскетболистов. Сила, скорость и выносливость некоторых игроков в разы выше обычных людей. А теперь представьте, если такой человек выйдет из темных джунглей Соломоновых островов, сразу навевает мурашки, не так ли? Одним из главных доказательств существования великанов считаются многочисленные фотографии гигантских скелетов, которые регулярно появлялись на протяжении всей истории. На них изображены массивные кости, якобы выкопанные археологами. Но правда ли это? Один из самых известных случаев мистификации — Кардивский гигант. Это были окаменелые останки человека, рост которого составлял 10 футов, а вес 3000 фунтов, которые были найдены в октябре 1869 в штате Нью-Йорк. Вскоре останки гиганта стали известной достопримечательностью. Но самое главное, что Кардивский гигант и никакой не гигант вовсе. Все спланировал один человек, Джордж Халл. А сделал это он лишь для того, чтобы доказать, насколько легко можно обмануть людей, а также из-за банальных разногласий. Халл, будучи атеистом, поспорил со священником, который доказывал о существовании нефилимских гигантов. Спор даже дошел до суда, в котором Халл проиграл. В отместку он нанял несколько рабочих, чтобы сделать из огромного гипсового блока статую, напоминающую останки гиганта. Далее тело искололи и с помощью чернил и серной кислоты сделали вены, чтобы тело выглядело натуральным, а дальше дело за малым. Якобы откопать останки, чтобы все поверили, что это правда. Современные же фото гигантских скелетов чаще всего оказываются результатом фотошопа или экспериментов с перспективой. Многие из них были разоблачены как подделки. Но надо понимать, что отсутствие реальных фото не означает, что гиганты никогда не существовали. Возможно, где-то в архивах скрываются настоящие находки, которые просто невыгодно показывать миру. На данный момент существует два главных объяснения мифов о великанах. Первое — это просто случаи гигантизма, которые воспринимались древними людьми как нечто сверхъестественное. Опять-таки, представьте, если бы среди людей, обычных людей, появился кто-то ростом в 2 раза выше среднего. Древние племена могли поклоняться таким людям, делать их вождями или, наоборот, бояться их. Второе объяснение — искаженные легенды. Истории передавались из поколения в поколение и со временем могли преувеличиваться. Причем в буквальном смысле преувеличиваться, ведь намного интереснее станет легенда или эпос, если вместо обычного воина или врага перед вами предстанет чуть ли не монстр в 2, а то и в 3 раза больше. Также нельзя исключать, что древние цивилизации могли найти кости крупных доисторических животных, например, мамонтов или гигантских ленивцев. Но с другой стороны, есть теория, что гиганты не просто случайность, а результат древней генетической линии, которая почти исчезла, но оставила след в легендах и редких находках. Вспомнить все тех же нефилимов. Может быть, это не миф, а воспоминания о расе существ, которые действительно ходили по земле? Если гиганты действительно существовали, могли ли они оставить потомков? Может быть, их гены до сих пор скрываются среди нас, проявляясь в редких случаях аномально высокого роста? Или где-то в мире до сих пор существуют представители этого древнего народа, скрытые в джунглях и глубоких пещерах? Нефилимы — гиганты Соломоновых островов, миф или следы забытой истории? Местные жители верят, что великаны все еще скрываются на островах. Слишком много совпадений, чтобы все это было простой легендой. А что, если где-то в затерянных уголках планеты по-прежнему живут такие существа?